Лягушки являются одними из самых приспособленных охотников, на стороне которых камуфляж, высокая скорость и молниеносные атаки. В силу размеров, зачастую их жертвами становятся мелкие насекомые. Но герой сегодняшнего выпуска настолько огромен, что его рацион почти не имеет границ. Это удивительно сильный, невероятно агрессивный и абсолютно бесстрашный воин, готовый для достижения цели рисковать собственной жизнью. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня речь пойдет о настоящем болотном короле – роющей лягушке. Переходим к делу. Жаркие земли Южной Африки. Большую часть года здесь царит засуха. Настоящее испытание для всего живого. В особенности это касается зависимых от воды земноводных. Но роющая лягушка лучше других приспособилась к жизни в этих суровых условиях. При недостатке воды она закапывается в землю, облачаясь в несколько слоев собственной кожи, которая служит подобием кокона и позволяет прожить под землей несколько месяцев. Долгожданный сезон дождей пробуждает амфибий, которые выбираются на поверхность и отправляются на поиски добычи. В мире лягушек это настоящие гиганты. Вырастая до внушительных 24 сантиметров, они могут весить почти 1,5 килограмма. Одна из причин, по которой животное прозвали африканской лягушкой-быком. Другая причина – своеобразный низкий голос амфибии, напоминающий мычание. Говоря о роющей лягушке, нельзя не отметить ее поистине зверский аппетит. Это создание способно поедать все живое, что только полезет в громадный рот. Своим цепким длинным языком она мгновенно затягивает в бездонную пасть не только всевозможных насекомых, но и мелких грызунов, зазевавшихся птиц и даже себе подобных. Большинство земноводных – мастера маскировки. Они скрыты от взора хищников до тех пор, пока не начнут движение. Однако даже полная невидимость не спасет, когда основной козырь противника – обоняние. Черно-белая кобра – один из главных охотников на амфибий, но в большинстве случаев длинные лапы и развитые мышцы бедра позволяют беглецу быстро уходить от преследования. Скрывшись от неприятеля, жаба еще не подозревает, что находится под прицелом совсем другого хищника. Далеко не каждая кобра отважится напасть на роющую лягушку. Ее массивное тело – это вовсе не огромный кусок жира, а целый комплекс развитых мышц. Невероятно мощные задние лапы толкают этого монстра с такой силой и скоростью, что даже самые ловкие амфибии не успевают среагировать. Особую опасность представляют костяные наросты, которые по факту не являются зубами, но от этого не становятся менее смертоносными. Особенно в компании невероятно мощных челюстей, разжать которые практически невозможно. Высоко посаженные глаза дают обзор почти в 360 градусов, что позволяет быстро обнаружить потенциальную добычу. Словно гигантский пылесос, этот прожорливый монстр сметает все на своем пути. Роющие лягушки славятся не только прожорливостью, но и невероятной агрессией, которая достигает своего пика в брачный период. В это время самые крупные самцы водоемов сходятся в битвах за право на продолжение рода. Когда угрожающий внешний вид не приносит успеха, в ход пускается вся мышечная масса. Словно два два матерых сумоиста, оппоненты пытаются выбить друг друга из равновесия.
Когда и вся масса не приносит победы, противники применяют главное оружие. Сила укуса настолько велика, что сражения часто заканчиваются смертью одного из гигантов. Интересно, что самцы вдвое крупнее самок, что нетипично для большинства земноводных. Поэтому именно они играют основную роль в защите потомства. Словно сторожевой пес, гигант ревностно охраняет головастиков, число которых может достигать 4000. Все они могут стать легкой добычей практически любого хищника, но заботливый отец не покидает свой пост. Он готов сражаться с самыми крупными животными, вплоть до копытных и человека. Но наиболее частым незваным гостем становятся другие самцы, которые, как ни странно, претендуют на роль нового опекуна. Ведь часть головастиков обречена стать кормом для собственного родителя. За право отцовства разворачиваются не менее серьезные сражения, чем в брачный сезон. Рискуя собственной жизнью, законному родителю удается отстоять свое место. Под присмотром отца головастики благополучно питаются травой и мелкими насекомыми, но помимо хищников у них появляется более серьезная проблема. Солнце неумолимо иссушает водоемы. Если срочно не принять меры, потомство не протянет и нескольких часов. Используя мощные лапы, самец, не жалея сил, выкапывает канал, соединяя пересыхающий водоем с новым, богатым водой жилищем. Роющая лягушка вновь оправдывает свое название. Пережив самый сложный период жизни, лягушата получают шанс стать настоящими долгожителями. Их век может насчитывать до 45 лет. Но сократить его могут крупные хищные птицы, змеи, черепахи и, конечно же, человек, для которого такой крупный трофей считается настоящим деликатесом. Точная численность лягушек неизвестна, но основную опасность для них представляет исчезновение среды обитания. За последние годы популяция роющих лягушек заметно сократилась, и лишь умение приспосабливаться к самым суровым условиям по-прежнему сохраняет им жизнь. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!